Как развить способности ясновидения? Практические упражнения и правила их выполнения. О тайнах ясновидения, а также о том, как развить способности к экстрасенсорике. Согласно одной из теорий, Вселенная, в которой мы живем, многослойна. Различные ее измерения, наслаиваясь друг на друга, существуют на одном и том же участке пространства. Ближе всего к нам расположено астральное измерение, иначе называемое тонким миром или миром энергий. А так как энергия лежит в основе абсолютно всего, то именно ею как неотъемлемой частью пронизан весь наш мир. Люди в этом измерении существуют в качестве тонких, астральных тел. При этом не имеет значения, верит ли сам человек в существование тонкого мира. Проявление и развитие такой способности, как ясновидение, дает возможность укрепить взаимодействие между двумя телами, физическим и астральным, открыв при этом канал информации. Тот, кто сумел развить способности ясновидения, знает не только прошлое, он в состоянии увидеть будущее, получить ответы на самые разные запросы, обрести уверенность в том, что поступает правильно, ведь четко видя свою цель, зная правильный путь, достичь ее можно гораздо быстрее и проще. А для получения этой важной информации человек использует свой дар, развить который помогают различные упражнения. При желании любой в состоянии развить способности ясновидения, а для их усиления понадобится работа по открытию третьего глаза. Есть у этой способности и другое название – астральное видение. Оно присуще изначально каждому человеку, а при желании может быть развито сильнее. Астральное видение дает возможность знакомства с тонким миром, общения с его обитателями, получения информации не только о себе, но и о других, о грядущих и прошедших событиях Вселенной и так далее. Но прежде чем вы решите развить способности ясновидения, ответьте себе, зачем вам это необходимо. Потому что если вами движет лишь любопытство и стремление похвастаться своим даром, то лучше воздержаться от получения этих знаний. Только преследуя цели саморазвития, самопознания, проникновения в тайны Вселенной и мироздания, можно приступать к выполнению упражнений с третьим глазом. В таком случае развитие способности ясновидения будет способствовать как исцелению себя самого, так и исцелению кармы, своей и чужой. Однако это возможно лишь тогда, когда вы со всей серьезностью и ответственностью подойдете к обретению нового дара. Пренебрегая этими правилами, вы можете, в лучшем случае, испытать глубокое разочарование, а в худшем стать пациентом психиатрической клиники. До того, как вы решите развить способности ясновидения, нужно быть полностью готовым, так как все существующие до этого границы сотрутся, явив новую истину. И далеко не каждому дано ее понять и принять. А потому, приступая к развитию дара, очень важно придерживаться определенных правил. Что хорошего дает человеку ясновидение? До того, как вы начнете развивать способности ясновидения, важно знать, какое влияние они могут оказать на вашу последующую жизнь. Хотя стоит отметить, что изменения эти будут позитивными. По мере развития способности будет увеличиваться чувствительность во всем, вы станете замечать и понимать то, что раньше ускользало от внимания. У вас появится возможность познакомиться с иными мирами и реальностями, приблизиться к познанию тайны. Вы сможете видеть предметы, даже если ваши глаза будут закрыты. Вам станут понятны ауры животных и людей. Вы будете видеть, какую энергию излучает человек, положительную или отрицательную. Упорные тренировки позволят вам приобрести наиболее полезный навык – предвидение ситуаций, которые должны произойти с близкими людьми, а иногда и событий собственной жизни. Порой к способностям ясновидящих прибегают правоохранительные органы, когда требуется помощь в розыске пропавших людей. Эти способности позволяют укрепить здоровье, быстро пополнить запасы жизненной энергии, обрести хороший иммунитет, который справится с любыми болезнями. Получите, помимо способности ясновидения, еще и отменную память. До того, как вы начнете развивать способности ясновидения, важно знать, какое влияние они могут оказать на вашу последующую жизнь.
Хотя стоит отметить, что изменения эти будут позитивными. 7 важных правил для эффективного развития дара ясновидения. Для того, чтобы самостоятельно развить способности ясновидения и целительства, важно придерживаться нескольких обязательных принципов. С их помощью процесс будет менее болезненным и опасным. Правило. Одним из главных условий, позволяющих успешно развить способности ясновидения, являются добрые и искренние намерения, побудившие ученика приступить к занятиям. Если же руководствоваться корыстью и желанием использовать этот дар во зло, то ничего путного не выйдет. Достичь успеха можно только если заниматься регулярно, без пропусков. В этом случае желаемый результат, ясновидения, не заставит себя долго ждать. Стоит пересмотреть свой рацион питания, перейдя на легкую и здоровую пищу, преимущественно растительную. Такая еда не перегружает желудок, однако подарит чувство сытости, а значит, не перекроет энергетические каналы и будет способствовать развитию ваших способностей. Не стоит замыкаться лишь на экстрасенсорике, будет лучше, если вы одновременно станете изучать йогу и медитации. Важно постоянное стремление к познанию нового, открытости сердца и разума новым знаниям и возможностям. Соблюдая этот принцип, вы еще на шаг приблизитесь к обретению дара. Рост таланта может повысить риск самоуверенности и гордыни. Очень важно продолжать оставаться скромным, терпимым к другим и при этом требовательным к себе. Важно продолжать, не останавливаясь. Основные виды ясновидения, которые можно развить. Способности ясновидения можно в нескольких формах. Самыми распространенными из них являются следующие. Открытие третьего глаза. Способность к ясновидению сконцентрирована в энергетической чакре Аджна, расположенной между бровями. Так называемый третий глаз позволяет увидеть, как устроен тонкий мир, какие энергии в нем преобладают и что за существа его населяют. Кроме того, у вас появится способность наблюдать за аурами людей. Внутреннее видение. Как развить способности ясновидения? Внутреннее видение. Этот дар уже несколько сложнее, с его помощью можно воспринимать какую-либо информацию в картинках, транслируемых на ваш внутренний экран. Люди, обладающие внутренним видением, говорят о том, что им будто демонстрируют кино, в то время как они пребывают в измененном состоянии. Яснослышание. Как развить способности ясновидения, яснослышания? С помощью такой способности можно расслышать звуки, которые существуют в тонком мире, а также получать ответы на вопросы, задаваемые покровителем. Человек, сумевший открыть информационный канал, обладает особой связью с высшими силами, получает их покровительство. Он может получить множество ответов на самые разные вопросы, которые в виде мыслей вдруг приходят ему в голову. По-другому эта способность иногда называется озарением, посещающим одаренных людей. Другие способности. Помимо перечисленных способностей, существует также ясное обоняние. Человек с подобным даром способен различать запахи энергии, то есть доброта имеет приятный запах, в то время как злость, зловонный ясновкус, различные вкусы, присущие разным энергиям. Давайте посмотрим, как можно развить эти способности. Как развить способности к ясновидению самостоятельно? Для того, чтобы развить способности ясновидения, необходимо освоить несколько несложных, но весьма действенных способов. Во-первых, остановимся на методиках, помогающих развитию интуиции. Для начала освойте простые упражнения, постепенно переходя к более сложным. Занятия надо проводить в спокойном месте, где вас никто не беспокоит. И воздержитесь до занятий от приема пищи. Тренировка по фотоснимку. Тренировка по фотоснимку занимает ровно 7 дней. Для проведения занятий вам будет нужна фотография хорошего знакомого или родственника. Во время тренинга сосредоточьтесь на фото и задайте какой-либо вопрос, к примеру, касающийся личной жизни изображенного человека. Затем несколько минут проведите в тишине, обращая внимание на те образы или звуки, которые будут возникать в ваших мыслях. Именно они и будут вариантами ответа на ваш запрос. Отдохнув несколько минут, повторите упражнение.
Выполняйте его до того момента, пока в ваших мыслях не начнут появляться четкие образы, дающие ответ на заданный вопрос. Не переживайте, если добиться результата с первого раза не получится, просто продолжайте заниматься вновь и вновь. Постепенно вы сможете развить способности ясновидения по фотографиям. Упражнение «Пограничное состояние». Для выполнения этого упражнения, позволяющего развить способности ясновидения, надо научиться осознанно погружаться в состояние полусна. После того, как вы освоите этот навык, можно на ночь задавать подсознанию вопросы, которые вас тревожат. Ответы вы получите в виде мыслей и образов. Если, воспользовавшись этой методикой, вы захотите узнать подробности какого-либо события, то нужно будет четко проговорить его дату. Если вам нужно выяснить что-то, касающееся конкретного человека, то очень важно четко представлять себе его образ. Гипнографические образы. Для выполнения этого упражнения надо принять комфортную, но при этом неподвижную позу, расслабиться, избавиться от лишних мыслей и, закрыв глаза, наблюдать за теми образами, что возникнут перед мысленным взором. Позвольте себе смотреть кино, в котором могут быть нечеткие пятна и линии, образы и их изменения, поднимающиеся из глубины подсознания. Это упражнение преследует цель погрузить вас в легкий транс, избегая сна и сохраняя возможность обычного созерцания. Возникающие при этом образы со временем будут все отчетливее. Покинуть состояние транса можно, просто сделав любое резкое движение. Понять, что вы успешно осваиваете упражнение, позволит четкость появляющихся перед вами образов. Упражнение для концентрации. Сфокусируйте внимание на темной точке. Объект для концентрации может быть как внешним, так и внутренним, однако новичкам лучше выбирать простые бытовые предметы. Точка должна находиться на расстоянии вытянутой руки, глазные яблоки во время упражнения расслаблены. Не моргайте! Через несколько недель после начала выполнения упражнения вы сможете до получаса фокусировать внимание на внутренних образах. Для проведения тренировок с цветными полосами вам надо будет подготовить 10 непрозрачных конвертов, в которые поместить разноцветные полоски. Расслабьтесь, а потом постарайтесь правильно назвать сначала один цвет из двух, потом из 3, 4 и тому подобное. Для работы с хрустальным шаром вам понадобится прозрачный материал либо наполненный водой сосуд. Сконцентрируйтесь на нем, вглядываясь в слои. Освободитесь от лишних мыслей, настройтесь на канал получения информации. По мере освоения этой практики вы сможете видеть образы, существующие в тонком мире, различать через время и пространство события и людей. Упражнение для области третьего глаза. Прежде чем вы начнете открывать третий глаз, подумайте о своих мотивах и тех результатах, которых вы достигнете при помощи этой способности. Далеко не все готовы, стерев границы собственного мировоззрения, постигнуть истину. К одной из способностей ясновидения относится открытие третьего глаза, то есть активизация лобной чакры Аджна, которая сосредоточена в точке между бровями. Как научиться чувствовать ауру человека? Задача экстрасенса заключается не только в том, чтобы разглядеть ауру, но и в том, чтобы повлиять на нее, изменить ее, помочь человеку разрешить проблемы, суметь вылечить и тому подобное. Те вибрации, которые исходят от пораженных органов, значительно отличаются от вибраций здоровых. Как развить способности ясновидения ауры человека? Видеть ауру помогает ассистент, то есть человек, который дал свое согласие на проведение практик. Необходимо создать приглушенное освещение, способствующее релаксации. Практик концентрирует взгляд на области головы помощника, в точке, отдаленной примерно на 20 см. Не стоит сильно напрягать зрение, равно как и разглядывать что-либо специально. Это упражнение, позволяющее развить способности ясновидения и целительства, надо выполнять каждый день примерно по 30 минут. Как только возникает чувство усталости или изменения восприятия, тренировку следует прекратить. Еще одно упражнение позволит развить чувствительность ладоней. Прикосновения дают возможность получать информацию о состоянии здоровья людей, считывать данные с предметов.
Развить способности ясновидения такого характера можно с помощью домашних практик. Обеспечьте себе 5-7 минут абсолютного спокойствия. Упритесь указательным пальцем левой руки в центр правой ладони. Сконцентрируйтесь на возникших ощущениях, погрузитесь в них. Поменяйте ладони. Это упражнение поможет активировать точки на руках, используемые в процессе лечения. Наработав чувствительность ладоней, переходите к выполнению следующего упражнения, помогающего развить чувствительность к ауре. Разведите согнутые в локтях либо прямые руки на ширину плеч, постепенно сближайте ладони, будто хотите их соединить, однако, не делая этого. Верните руки в исходное положение. Концентрация на одном предмете. Ежедневно около 10 минут концентрируйте взгляд на каком-либо предмете. Смотрите на него, пока не почувствуете, что физический мир начинает растворяться, становится туманным. Вашей задачей является научиться сливаться с предметами, созерцая их изнутри. Работа с интуицией. Развитию интуиции мешают наши внутренние рамки. Пытаясь всему найти логическое объяснение, мы испытываем дискомфорт в самовыражении, постепенно приходя к тому состоянию, в котором душа не может проявить себя. Прислушиваясь к голосам толпы, нельзя услышать внутренний голос. Но все же шестое чувство, равно как и мышцы, может быть натренировано. Люди, обладающие способностями ясновидения, говорят о необходимости доверять интуиции. Ведь именно она является основным инструментом ясновидящего. И хотя способность предчувствовать события есть у многих, стать ясновидящим способен лишь тот, кто станет развивать дар получения скрытой информации. Для этого порой достаточно лишь ежедневно задавать себе вопросы, что находится за тем поворотом, что у меня будет, если события пойдут так или иначе, и слушать себя, свою интуицию, прежде чем начать движение. Успеха в любом деле достигнет тот, кто уверен в себе. Эта уверенность дается внутренними ресурсами, а не другими людьми. Не допускайте необоснованную критику в свой адрес, не корите себя за ошибки. Все это мешает развитию интуиции. При решении абсолютно любой проблемы стоит отойти от нее на некоторое расстояние. Лишь в этом случае вы сможете продуктивно найти и использовать решение, подтвердите интуицию или логику, рассмотрев задачу с разных сторон. Освоив упражнения, которые помогают развить способности ясновидения, вы расширите свое сознание и сможете находить нестандартные варианты решения сложных ситуаций. С дальнейшим развитием способностей, путь каждого становится все более индивидуальным. Вы сможете обрести понимание видимого, распоряжаться знаниями, доступными лишь избранным, жить насыщенной и счастливой жизнью. Как развить способности ясновидения с помощью камней? Развить способности ясновидения можно и при помощи камней, наиболее подходящим для этой цели является аметист. Эзотерики говорят, что он открывает доступ к высшим сферам, обладает рядом удивительных свойств, способствует омоложению организма, может помочь при бессоннице, укрепить эндокринную систему. Будучи принесенным в дар объекту страсти, аметист вызывает ответные чувства. Носить аметист в золотой оправе позволено лишь посвященным высшего уровня. Новичкам же лучше оправлять камень в серебро, так его мощь будет снижена. Развить способности ясновидения помогут и такие минералы, как медная лазурь, беломорит, сардоникс, молдавит и другие. До того, как вы решите пользоваться приобретенным камнем, он должен быть очищен от отрицательной энергетики с помощью солевых растворов и проточной воды. Делать это следует в энергетически чистых местах, используя энергетически чистые емкости. Различные школы и направления по-разному объясняют и обосновывают ясновидение. И вам придется самостоятельно решать, каким образом вы хотите развить способности ясновидения, открывая ли чакры, используя внутренний кинопроектор или используя камни или карты. И тем не менее, для того, чтобы достичь результата, стоит соблюдать необходимые требования. Условия для эффективного развития способностей ясновидения. Итак, для эффективности выполняемых упражнений, придерживайтесь соблюдения следующих требований. Понять цели и мотив. Определитесь с целью, которую вы преследуете, решив развить способности ясновидения.
Ваши ответы должны быть сформулированы четко и честно. Не забывайте о том, что подарить вам этот дар способны не только светлые, но и темные силы. Во втором случае способности могут развиться быстро, однако плата за них может оказаться слишком высокой, здоровье или даже жизнь, ваша или ваших близких. Необходимое количество энергии. Работа в этом направлении требует больших затрат энергии. По этой причине важно определиться с источниками ее наполнения: йога, физические упражнения, медитация, а также минимизировать ее нецелевое использование, стрессовые ситуации, эмоциональные срывы. Здоровый образ жизни. Открытию информационного канала способствует ведение здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, правильное питание. Закрытие кармического долга. Плохие поступки, совершенные вами в ваших прошлых жизнях, не позволят вам развить способности ясновидения до того, пока вы не искупите свой долг.